Добро пожаловать на канал «Это вкусно». Сегодня готовим булгур. Он очень популярен в восточной кухне. У нас его готовят не все, а зря. Булгур настолько вкусный и универсальный, что с него можно приготовить полноценный обед или гарнир к мясу с овощами или сладкий и даже салат. Я сегодня поделюсь 3 рецептами булгура и расскажу, чем отличается булгур. Так что досмотрите видео до конца, будет вкусно и интересно. Что же такое булгур? Это пшеница твердых сортов, которая сначала проходит термообработку, а затем чистится и дробится. Я не буду останавливаться на полезных свойствах, хотя у булгура их очень много. Эту информацию вы легко сможете найти в интернете. Я вкратце расскажу о разных видах булгура, поскольку у меня сегодня 3 рецепта и 3 вида булгура. Самый мелкий – это булгур, который используется для салатов, супов, а также как добавки в различные блюда, например, чечевичные котлеты. Я беру вот такой, на нем как раз и написано, что он используется для салатов. Варить его не нужно, достаточно просто залить кипятком. По размеру он примерно как сахар. Готовить из него я буду турецкий салат кысыр. Второй вид булгура крупнее, чем тот, который используется для салатов. Он примерно как ячневая крупа по размеру. Используется он для плова, супов, в салат его тоже можно добавлять. Готовить из него я буду что-то наподобие сладкого плова с яблоками, тыквой и черносливом. Третий вид – это крупный булгур. Используется он для фаршировки овощей в пловах и супах. Размером он примерно как рисовая сечка, наверное. Его я буду готовить с курицей и овощами. Вот такие 3 разных рецепта. И чтобы не потерять их, подписывайтесь на мой канал и нажмите на колокольчик. Тогда вы точно не пропустите следующие видео. И, конечно, я жду от вас комментариев и лайков. Начнем с салата кысыр. Это национальное турецкое блюдо. Готовится он просто и быстро, получается очень вкусным, легким и свежим. Для него мне понадобится 250 грамм мелкого булгура, 1 луковица, 1 столовая ложка томатной пасты, 1-2 средних помидора, сок половины лимона, мята, петрушка, хлопья острого перца и соль. Булгур берем самый мелкий. Варить его не нужно, просто запариваем его. Заливаем кипятком так, чтобы вода покрыла булгур. Накрываем крышкой, можно чем-нибудь укутать и на некоторое время забываем про него. А пока мелко нарезаем лук. Пассируем его в небольшом количестве оливкового масла. Когда лук стал прозрачным, добавляем к нему томатную пасту и немного прожарим все это. Я добавляю хлопья острого перца, можно добавить свежий перец чили. Количество, конечно же, по вкусу. Готово. Подготовим все остальное. Помидоры нужно обязательно очистить. Достаточно 1 крупного помидора, но у меня сегодня черри, поэтому я взяла 6 штук. Затем мелко нарезаю. При желании можно добавить и свежий огурец, тоже мелко его нарезав. Измельчаю петрушку. Отделю листочки мяты и тоже нарежу. Именно сочетание мяты и сока лимона придает этому салату такой свежий вкус. Мне очень нравится. Булгур настоялся, он готов, вся вода впиталась, он получился рассыпчатым. Соединяем зажарку с булгуром и тщательно все перемешиваем. Но делать это нужно аккуратно, переворачивать булгур ложкой, зачерпывая снизу. Давить его не нужно, иначе получится каша. Его часто перемешивают просто руками. Нужно, чтобы все равномерно распределилось. Обязательно добавляем соль. Теперь помидоры.
затем зелень. Выдавливаю сок лимона. У меня примерно 2 столовые ложки, но это дело вкуса. Может понадобиться чуть больше или чуть меньше. Также аккуратно перемешиваю. Пробуем на вкус и добавляем, если чего-то не хватает. Салат готов. Подам турецкий салат в турецкой посуде, украсив листиком салата и кусочком лимона. Я очень люблю этот салат. Следующий рецепт – это булгур с яблоками, тыквой и черносливом с топпингом из орехов и меда. Для него мне понадобится 250 грамм булгура, 200 грамм тыквы, 200 грамм яблок, по 50 грамм чернослива, кураги и изюма, 50 грамм сливочного масла, 1 столовая ложка сахара, пол чайной ложки корицы, пол чайной ложки ванильного сахара, орехи и мед по желанию. Булгур для этого блюда я беру средний, но можно брать любой, только очень мелкий мы не варим, а запариваем, а крупный варим чуть дольше. Нарезаю кусочками яблоки и тыкву. Также измельчу чернослив и курагу. Я еще взяла немного изюма. Конечно, основной вкус здесь дает чернослив. Растапливаю сливочное масло, добавляю к нему сахар, корицу и ванильный сахар. Все это перемешиваю и отправляю сюда яблоки и тыкву. Теперь все это нужно хорошо перемешать, чтобы каждый кусочек покрылся этой сладкой сливочной массой. Сахара я взяла чуть-чуть, потому что готовый булгур буду поливать медом. Потушу это минут 5, а затем добавлю сухофрукты. Накрою крышкой и потомлю еще минут 5, чтобы все вкусы и запахи объединились. Всыпаю булгур, перемешиваю его и заливаю кипятком. В зависимости от крупности булгура воды берите 1,5-2 части. Мой булгур средний, поэтому я его долго варить не буду. Буквально 5 минут покипит и выключаю. Дальше он дойдет, нужно только его укутать и оставить минут на 20. На пачке иногда указывают не совсем корректное время варки. Например, на пачке с этим булгуром было указано время варки 15-20 минут, но готов он будет уже через 5 минут. У меня прошло примерно полчаса. Вот что получилось. Он рассыпчатый, не слипся и не переварился. Аромат просто сумасшедший. Тыква и яблоки прекрасно сочетаются с черносливом. Аромата кураги не чувствуется, но чувствуется ее вкус. Посыпаю все это орехами и поливаю медом. Очень вкусно. А если заменить сливочное масло на кокосовое или растительное, то получается вкуснейшее постное блюдо. Ну и третий рецепт. Это такая вариация на тему плова.
Булгур с курицей, овощами и специями. Мне понадобится 250 грамм булгура, 300 грамм куриного филе, 1 луковица, 1 морковь, 2-3 зубчика чеснока, 1 сладкий перец, у меня замороженный, 2 помидора, у меня консервированные в собственном соку черри 5 штучек. 1 чайная ложка сладкой паприки, 1 чайная ложка зиры, пол чайной ложки острого перца, пол чайной ложки сумака, черный молотый перец и соль. Нарежу филе небольшими кусочками. Можно взять индейку или какое-нибудь другое мясо. Нарежу кубиками лук. Морковь нарежу такой тонкой соломкой. Перец я взяла замороженный, он у меня уже был нарезанный. Помидоры у меня тоже консервированные. С них нужно снять кожуру и натереть на терке. Если хотите, используйте просто ложку томатной пасты. Готовить я буду в воке. Разогреваю примерно полстакана растительного масла. Разогреть нужно очень хорошо, чтобы мясо сразу начало жариться. Обжариваю на сильном огне до золотистой корочки. Затем к мясу отправляю лук и морковь. Через пару минут перемешиваю. Не уменьшая огонь, обжариваю все еще минут 5. Затем добавляю черный молотый перец и соль. И оставшиеся овощи. Перец. Помидоры. А дальше все специи. Как правило, это традиционно для плова зира, сумах, паприка и острый перец. Можно добавить куркуму. Перемешиваю. Это уже очень красиво. Теперь булгур. На сей раз я использую крупный булгур, но вполне подойдет и средний. Всыпаю и перемешиваю его пару минут, чтобы он немного обжарился со всеми ингредиентами. Заливаю кипятком в пропорции 1 к 2, то есть стакан булгура, 2 стакана кипятка. Добавлю еще немного соли, перемешаю и накрою крышкой. Огонь делаю минимальный и варю минут 15-20. Булгур готов, вся вода выпарилась, добавлю чеснок. Раздавлю его плоской стороной ножа и воткну внутрь, только осторожно, не обожгитесь. Чеснока не жалейте, я взяла 2 зубчика, но вполне можно было положить 3-4. Выключаю огонь и оставляю настаиваться минут 15. Все, можно сервировать. Обязательно присыпьте сверху петрушкой и кинзой. Кинза здесь вообще в тему. Это блюдо получается с такими восточными нотками, очень сытное, красивое. Если не знаете, что приготовить на обед, вот вам лучший рецепт булгура. Ну а если вы замените мясо грибами, то опять же получите вкуснейшее постное блюдо. Вот такие 3 замечательных и разных рецепта булгура на любой вкус. Так что готовьте и не забывайте следить за нашими выпусками. Ну и конечно, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты, подписывайтесь на мой канал и поддержите меня лайком.